Когда ваш автомобиль выглядит стильно, неважно, спортивный он или нет. А что если я вам скажу, что можно преобразить его за небольшие деньги? Просто изменить вид суппортов. Всего $100 и вы себя выделите среди остальных автомобилей. Да, вы не ослышались, сегодня я покажу вам, как преобразил свой автомобиль с помощью накладок на суппорта. Некоторые могут сказать, это колхоз или моветон. Да, тема не нова. Но если бы это было ужасно, то на дорогие автомобили цветные суппорта не ставили бы. Многие решают этот вопрос пластиковыми накладками, которые всегда меньше суппорта и клеются прямо на него специальным клеем. И выглядит это так себе. Или же просто красят суппорта, что часто выходит неаккуратно. Закрашивается то, что не должно. Тут уже вопрос, откуда руки растут. Хотя есть автомобили, где с завода они идут просто покрашенные, что тоже красоты придает немного. Я себе купил на Taobao такие накладки на суппорта. Сами накладки идут каждая в чехле, и острые элементы защищены вспененным полиэтиленом. Накладки легкие, при этом алюминиевые. Как видите, заказал я красные, хотя выбор цвета огромен и есть на любой вкус. Они недорогие и мне вышли в 520 юаней, это примерно $70, и доставка около $30. То есть всего мне обошлось это в $100. Вес коробки небольшой, около 1,5 кг по ощущениям. По габаритам ширина 36 см, высота 26 см и глубина 16 см. Это информация для тех, кто захочет себе заказать и определить стоимость доставки. Также их можно найти и на Алиэкспрессе, но там будет немного дороже. Ссылки на самые дешевые позиции, что я нашел, как обычно, оставлю в описании или в закрепленном комментарии. На Taobao можно выбрать только передние или полный комплект с задними, но уже в 2 раза дороже. Я заказал полный комплект. Также можно попросить, чтобы продавец положил вам набор наклеек с логотипом, которые вы хотите видеть на них. Пишите им личным сообщением, какой логотип и цвет желаете. Я себе попросил лого BYD, но не мог определиться с цветом, поэтому попросил прислать 2 цвета, черный и белый. Дополнительный цвет мне дали в подарок. В комплекте также идут крепления из нержавеющей стали и ключ для затягивания гаек. Важный момент. Продавец попросил прислать ему видео суппортов, которые установлены на автомобиле, так как они могут отличаться на одной и той же модели с его слов, хотя вероятно он просто захотел перестраховаться. Переходим к установке. Берем комплектные щипцы для снятия колпачков и снимаем их. Тут ничего сложного. Снимаем колесо. Берем крепление, на каждом написано BYD 26 или 33. В моем случае 26 подошли для заднего суппорта, а 33 на переднее. Задача надеть эти крепления на суппорт, сверху и снизу. Держатся они очень крепко, кстати, толщина приличная, согнуть пальцем нереально. Ставлю накладку и закручиваю гайки. Тут однако около 2-3 мм, но я руками пытался придавить, больше не идет, да и никуда оно не денется. А снизу и того больше расстояния, цеплять точно не будет. Без логотипа суппорт смотрится незаконченным, давайте это исправим. На машине клеить неудобно, скажу я вам. И черный цвет мне все же понравился больше. Снимаю медленно защитное покрытие, с логотипом однозначно выглядит лучше. Вероятно, найдется много людей, которые скажут, что плохо будут остывать суппорта. Скажу вам по секрету, я уже с ними езжу активно почти полгода и проблем с тормозами не замечал. Да и о чем мы говорим, когда в основном тут работает рекуперация. Но накладки алюминиевые, тепло должны рассеивать в теории хорошо на любом автомобиле. Ставлю колесо обратно. Теперь поставлю передние. Кстати, такие колодки на Dureste BYD Sun Plus. Дома доклеил логотипы на остальные накладки. Делайте это заранее, так намного удобнее, клеится очень хорошо. Керхером у меня смыть так и не получилось с правильного безопасного расстояния около 30-40 см от машины. А моек уже не пережили много. Снова проверка на прочность, все окей. Ставлю верхнее крепление и забыл показать на заднем колесе. Покажу тут. Расстояние от диска от крепления тут также очень небольшое, но в целом никаких скрежетов и посторонних звуков не наблюдалось. Расстояния хватает, как видите, могу засунуть еще одно крепление поверх, значит пару миллиметров там точно есть.
Нижнее крепление как-то слабенько держится, но затянув гайки, будет держаться очень хорошо. Проверим магнитом металл. К диску крепится и держится хорошо, а на накладке нет, значит все же алюминий и китаец не врет. Вот так выглядит в пасмурную погоду, я тут еще на зимней резине с 55 профилем. А вот так выглядит в движении в солнечную погоду и уже на летней резине с 50 профилем. Мне результат очень понравился. А понравилось вам или нет, пишите в комментариях. И поставьте лайк, если захотели себе такое, или возможно поставите себе и дизлайк, если нет, или считаете это дурным тоном в тюнинге автомобиля. Например, такой вариант открытых дисков смотрится отлично, но если бы сюда добавить цветные суппорта, на мой вкус было бы еще круче. И я никоим образом не говорю, что необходимо выделять суппорта каждому. Кому-то это нравится, кому-то нет, или даже так, одному автомобилю это идет, а другому будет лишним. Как и во всех моих видео, я показываю возможность, как это сделать самостоятельно и без особых усилий. А вам решать, надо это или нет, но готовьтесь к тому, что такие суппорта привлекают внимание, и люди чаще будут оборачиваться, чтобы посмотреть. Я каждый день это наблюдаю, внимания стало намного больше. Хочу вам показать один из заводов по производству таких накладок на суппорта. На кустарный способ производства это мало похоже, и в подвале такое не делают. Сейчас мы наблюдаем, как расплавленный алюминий превращается на глазах в готовую форму. А вот из нержавейки делают крепление. В общем, происходит огромный процесс обработки. И держа в руках такие накладки, я лично убедился в качестве произведенной продукции. И делают их огромными партиями. О чем это говорит? Свои выводы можете написать в комментариях. Подпишись и поставь лайк, ведь впереди еще много интересного.